Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшнем ролике поговорим о том, как выбрать лучшие дивидендные акции на фондовом рынке. В данном вопросе нам поможет мнение известного инвестора во всем мире Питера Линча. Но сперва давайте познакомимся с данной фигурой поближе. Питер Линч – это американский финансист и инвестор. Он родился 19 января 1944 года. Отец Питера Линча умер, когда ему было 10 лет, поэтому ему рано пришлось начать работать. В 1963 году в возрасте 19 лет Питер Линч купил свои первые акции. Это были акции компании грузовых авиаперевозок Flying Tigers Airlines. Он заплатил по $7 за акцию, а через год цена составила $32,75. Вложения в эту компанию позволили Линчу впоследствии оплатить MBA в Уортонской школе бизнеса Пенсильванского университета. С 1967 года по 1969 он служил в армии, после чего в 1969 году был принят в Fidelity Investments, а в 1974 году его повысили до должности директора исследовательского отдела фонда Fidelity. В период с 1977 года по 1990 руководил инвестиционным фондом Fidelity Magellan Fund. За время правления его средняя доходность составляла 29% годовых, что вдвое превышало индекс фондового рынка S&P 500. За время его 13-летнего пребывания в должности активы под управлением увеличились с 18 миллионов до 14 миллиардов долларов США, что превратило Magellan в самый крупный фонд в мире. В возрасте 46 лет Питер Линч отошел от дел и занялся благотворительностью. Питер Линч написал две книги «Переиграть Уолл-стрит» и «Метод Питера Линча», которые практически сразу стали мега популярными. Книга «Переиграть Уолл-стрит» или как ее еще называют «Золотые правила инвестора» будет полезна всем, кто хочет не просто сохранить капитал, а значительно увеличить его. В ней он описывает свой 13-летний управленческий опыт в виде интересной и увлекательной истории. Автор советует не держать деньги на депозите под маленькие проценты, еле догоняющую инфляцию. Чтобы перекрыть ее и получить сверхприбыль в 5-6%, лучше купить акции. Вторая книга «Метод Питера Линча» информирует, как сделать торговлю на финансовом рынке успешной и прибыльной. Демонстрируя примеры из жизни, Линч учит, что инвестировать нужно в наиболее знаковые отрасли. Ценная информация помогает более грамотно вкладывать капитал, повышать стабильность прибыли. В книге «Метод Питера Линча» напечатаны основные постулаты. Я хочу привести вам его основные высказывания в этом видео. Ваше преимущество как инвестора заключается не в том, чтобы следовать советам профессионалов с Уолл-стрит. Преимущество в хорошем знании компании или отрасли, в которую вы инвестируете. Благодаря этому вы можете превзойти профессионалов. Никогда не инвестируйте в компанию, если не знаете ее финансового состояния. Именно бумаги фирм с плохим финансовым положением ведут к рекордным убыткам. Следует иметь представление, во что вы инвестируете и почему. Соображения вроде «эта акция вырастет, как пить дать» здесь не подходят. Стреляя на удачу, вы почти всегда промахнетесь. В каждой отрасли и в каждом регионе наблюдательный непрофессионал может найти великолепно растущие компании задолго до того, как их обнаружит профессионалы. У каждого из нас достаточно ума, чтобы заработать на фондовом рынке, но не у каждого достаточно выдержки. Если вы склонны к панической продаже, вам лучше обойти стороной и акции, и взаимные фонды, инвестирующие в эти акции. Вот такие цитаты показывают знания Питера Линча в области инвестирования в акции, которые имеют глубокий смысл для инвестора. А теперь, друзья, давайте перейдем к поиску дивидендных компаний с устойчивым финансовым состоянием. При подборе дивидендных компаний воспользуемся сайтом Finviz и зададим определенные критерии, про которые говорил Питер Линч при выборе дивидендных акций для инвестирования. Первое – это капитализация. Она должна составлять более 10 миллиардов долларов США. Второе – это процент прибыли, который компания направляет на выплату дивидендов, и это значение не должно превышать 60. Третье – ежегодный рост прибыли на акцию должен быть выше 5%. Четвертое – долговая нагрузка к собственному капиталу не должна превышать 2. Пятое – компания должна выплачивать дивиденды более 10 лет. Шестое.
Среднегодовое увеличение дивидендных выплат должно составлять более 5%. Это базовые параметры, которые впоследствии вы можете задать при выборе акции. Делать собственные допущения в части ужесточения требования или какие-то параметры уменьшить или исключить. И этот список будет меняться в зависимости от заданных параметров. Я к данному списку добавил дивидендную доходность более 3% и сделал параметр по долговой нагрузке менее единицы. По данным параметрам доступно 7 компаний. Из представленного списка для покупки российским инвесторам доступна компания Fidelity National Financial, обзор которой будет в данном ролике. Компания является ведущим поставщиком страхования правового титула, условного депонирования и других услуг, связанных с правом собственности, технологических и транзакционных услуг для сектора недвижимости и ипотеки, продуктов аннуитета и страхования жизни. Fidelity National Financial – это компания из списка Fortune 500, оказывающая страховые и расчетные услуги в сфере недвижимости и ипотечного кредитования. Одна из крупнейших в стране компаний по страхованию титулов, действующая через своих страховщиков титульного страхования. Также является поставщиком продуктов аннуитета и страхования жизни. Теперь давайте перейдем к рассмотрению финансовой отчетности и сравнению ее с конкурентами. Если сравнивать компанию с конкурентами, то в индустрии специального страхования представлено 16 компаний, но из этого списка не все компании напрямую конкурируют с Fidelity. Также не все активы доступны для российских инвесторов. Компания Fidelity имеет наибольшую капитализацию в размере 13 миллиардов долларов США. По стоимостному показателю P/E, который означает срок окупаемости акций компании ее прибылью, он равен 9. Это среднее значение, если сравнивать с конкурентами. Значение низкое, в своих обзорах я даю предпочтение компаниям ниже 20. Форвардное значение P/E равно 9,9, то есть ожидается снижение прибыли примерно в 7%, если стоимость акции будет неизменной в течение 12 месяцев, но это лишь прогнозный показатель, которому не стоит уделять большое внимание. Касаемо параметра PEG, оценки стоимости акций компании на основе ее будущих финансовых потоков, в настоящее время она переоценена, ее показатель больше единицы. Этот показатель также является прогнозным. По мультипликатору P/S, это покрываемость капитализации выручкой, он равен 1,2, то есть чуть больше, чем за 1 год капитализация компании окупится выручкой. Это средний показатель среди конкурентов. По показателю P/B отношение цены акции к ее балансовой стоимости он равен 1,6, что является также средним показателем. По показателю цены к свободному денежному потоку он равен 8, это также среднее значение. Вопросов к данному параметру не возникает, оно находится на приемлемом уровне. Чем меньше данное значение, тем больше у компании остается денежных средств для обратного выкупа акций, выплаты дивидендов, развития и так далее. Касаемо дивиденда доходности, она составляет чуть более 3%. По рентабельности активов, собственного капитала и инвестиций вопросов не возникает. Они находятся на высоких значениях. У компании присутствует долговая нагрузка, и она составляет 30% к собственному капиталу. Это несущественная нагрузка для нее. Теперь давайте сравним компанию с индексом S&P 500 по ростовому потенциалу за прошлый отрезок времени. Для сравнения я взял промежуток 2010 года. Если бы мы вложили в акции компании Fidelity в 2010 году и продержали бы ее до настоящего времени, то возврат на капитал был бы равен 706% с учетом реинвестирования дивидендов, в то время как индекс вырос на 363%, то есть компания выросла быстрее индекса в 2 раза. По основным параметрам, которые мы рассмотрели ранее, это PE, PB, PS и Price to Free Cash Flow, значение этих параметров находится ниже индекса. Это говорит нам о том, что по мультипликаторам компания не перекуплена и находится в адекватных ценах. Исторически, за последние 10 лет мультипликаторы компании находятся также на своих средних значениях. Компания исторически растет быстрее индекса, выплачивает дивиденды и находится в адекватной стоимости. Также в сравнении с конкурентами она является лидером по капитализации и по мультипликаторам она имеет недооценку. Давайте теперь оценим динамику роста финансовых показателей. Выручка у компании растет, за последние 3 года ежегодный рост составил 12%. Чистая прибыль растет, ежегодный прирост
в среднем за последние 3 года составил 22%. Инвестиции в технологическую составляющую бизнеса позволили компании достигнуть столь выдающихся результатов. Рост выручки компании был спровоцирован волной рефинансирования ипотечных кредитов из-за понижения процентных ставок в США. В настоящее время существует риск того, что рефинансирование ипотеки будет осуществляться с комиссионными сборами в размере 0,5%, что негативно отразится на рефинансировании. Риск падения выручки из-за снижения объемов рефинансирования смягчается тем, что в последние годы продажи услуг длительного страхования формировали большую часть доходов Fidelity National Financial. Также стоит отметить, что количество выдаваемых ипотечных кредитов, связанных с покупкой длительной страховки, постоянно увеличивается. Рост активности покупателей подтверждает отчет Бюро переписи населения США, в котором сказано, что количество домовладений выросло с 64 до 68%. Свободный денежный поток растет. Средний рост за 3 года составил 35%. Прибыль на акцию растет. Средний рост за 3 года составил 27%. Исторически компания осуществляет доп. Эмиссию, то есть выпускает новые акции в рынок, но в 2018 году она приняла программу обратного выкупа своих акций. Чуть позже более детально знакомимся с этой информацией. Чистая маржинальность составляет 17%, и она с каждым годом увеличивается. Рентабельность активов собственного капитала динамически подрастают. В настоящее время рентабельность активов имеет 31%. Это высокое значение. Активов у компании больше, чем обязательств. Акционерный капитал динамически растет. За последние 3 года средний рост составил 23%. Долговая нагрузка у компании находится на одном уровне. Этот уровень для нее приемлемый. Теперь давайте ознакомимся с дивидендной доходностью. Дивидендная доходность составляет 3,12%. Компания выплачивает ежеквартальные дивиденды. На протяжении 6 лет увеличивает их. Средний рост за последние 5 лет составил 18,5%. На выплату дивидендов компания направляет 28% от чистой прибыли. Давайте теперь ознакомимся с программой обратного выкупа акций. Компания выкупает свои акции. В мае 2018 года Совет директоров утвердил 3-летнюю программу обратного выкупа акций, предполагающую приобретение до 25 миллионов акций до 31 июля 2021 года. По этой программе невыкупленными остаются почти 12 миллионов акций. 28 октября 2020 года компания объявила, что намерена приобрести акции на сумму около 500 миллионов долларов США в течение 12 месяцев. С начала года компания выкупила акции на сумму 125 миллионов долларов США. То есть компания планирует дальше выкупать свои акции, что будет поднимать цену акций вверх. Это позитивная новость, ведь плохая компания, не уверена в своем будущем, не будет совершать данные сделки. Помимо обратного выкупа, компания активно расширяется и покупает новый бизнес. В 2020 году компания приобрела ведущего поставщика аннуитетов и страхования жизни за 2,1 миллиарда долларов США. Повышение кредитного рейтинга в результате приобретения позволит компании активно развивать институциональные продукты, такие как рынок передачи пенсионных рисков, который в долгосрочной перспективе станет важным стратегическим направлением. С этими и другими прогнозами компании вы можете ознакомиться самостоятельно на сайте Комитета по ценным бумагам sec.gov. А теперь давайте перейдем к сделкам инсайдеров. По инсайдерской информации были приобретения акций сотрудниками компании. Последняя сделка была зафиксирована в декабре 2020 года. Господин Рут Джон приобретал акции в количестве 29 100 штук по средней стоимости $38,5 на сумму более 1 миллиарда долларов. Согласитесь, это существенная сделка. Теперь давайте перейдем к прогнозам аналитиков на будущий период. Два аналитика сделали свои прогнозы в отношении компаний. Оба аналитика высказались за покупку. Аналитики ожидают рост цены акций до $54,5 в ближайшие 12 месяцев. То есть у компании имеется потенциал для роста на 18% от текущих отметок. По прогнозам на будущий период аналитики ожидают незначительное увеличение выручки в 2021 году на 3% и снижение выручки и прибыли в 2022 году на 6%. Я скорее соглашусь с мнениями аналитиков к росту цены акций. Считаю, что компания имеет потенциал. Недавние приобретения позволят компании увеличить денежные потоки в перспективе. Также компания планирует обратный выкуп своих акций, выплачивать дивиденды.
То есть от текущих отметок у компании есть потенциал для роста. Давайте теперь посмотрим на движение цены акций по графику. С момента падения рынка в марте 2020 года сформировался устойчивый бычий тренд. Компания неоднократно тестировала локальные максимумы и в очередной раз пробила уровень сопротивления в районе $43. Цена акций приближается к своему историческому максимуму к $49. При позитивном сценарии на рынке компания вполне может преодолеть этот максимум и продолжить ростовой тренд. На графике я обозначил потенциал роста акций до уровней $52-56. При благоприятном развитии событий потенциал роста составляет 17% и 3% по дивидендной доходности. Компания мне нравится, понятный бизнес, растущие денежные потоки, компания выкупает свои акции, то есть она уверена в своем бизнесе. Положительный прогноз от аналитиков и самой компании на будущий период. Теперь давайте подведем итоги всего вышесказанного. Касательно оценки базовых мультипликаторов, компания недорогая, но стоит учитывать специфику индустрии, в которой большинство компаний стоит недорого. Она платит дивиденды, имеет ростовой потенциал, исторически растет быстрее индекса. Прогноз на будущий период позитивный. Аналитики склоняются к покупке данной акции и прогнозируют рост на 18% от текущих уровней в ближайший год. Компания планирует обратный выкуп, что спровоцирует рост котировок. По фундаментальной устойчивости компания стабильная. Компания платит дивиденды, и с учетом всего вышеизложенного я склоняюсь к тому, что компания может обеспечивать возврат на капитал ориентировочно 15% годовых. Исходя из всего вышеизложенного, я поставлю компании 4,5 звезды. Компания выглядит привлекательно, мне она импонирует тем, что она недорогая по мультипликаторам, покупает свои акции, имеет долговую нагрузку несущественную для нее, растет акционерный капитал, рентабельность бизнеса находится на высоком уровне. Она платит дивиденды и ежегодно увеличивает их. Считаю, что в настоящий момент она находится в справедливых ценах. Мнение, конечно же, субъективное. Друзья, на этом я буду заканчивать данный ролик. Если вам понравился данный обзор, поставьте лайк и напишите комментарий. А также не забудьте подписаться на мой канал. Всего доброго, друзья, удачи в инвестициях и до скорых встреч!